Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня я буду лепить новые объекты SCP. А перед тем, как я начну лепку, хочу порекомендовать вам канал Turbo, который специализируется на рисовании 3D ручкой. Вы сможете посмотреть видео с изготовлением разных поделок с помощью 3D ручки, персонажей из видеоигр, мультфильмов и кино, а также изготовление супер крутых ножей из CSGO. Ребята, подписывайтесь, реально отличный канал, ссылка на канал Turbo есть в описании под этим видео. Как и в предыдущем видео с SCP, сегодня я слеплю 3 новых объекта. Для лепки первого объекта под номером SCP-682-ня мне понадобится пластилин желтого и оранжевого цветов. SCP-682-ня представляет собой самую няшную ящерицу. Она обожает обнимашки и обнимала даже SCP-079 во время их недолгого и милого общения. Эта ящеричка любит играть и обожает все живое. SCP-682-ня обладает очень красивыми глазами, игривым характером и улыбается всем, кто ей нравится. SCP-682-ня много времени тратит на обнимашки, что даже устает от этого и ложится спать. Передвигается объект очень быстро, что нередко приводит к тому, что бьется мордочкой в стену коробки содержания. В случае, если SCP-682-ня начнет казаться грустной, ее следует окружить добротой и заботой, пока она не начнет снова выглядеть веселой. На сегодняшний день она по-прежнему является самой симпатичной и самой веселой миленькой ящеричкой, которую мы только видели. Туловище почти готово, а сейчас будем лепить голову. Сначала скатываем шарик и затем его немного приплющиваем. Сверху прилеплю 2 небольших шарика для того, чтобы сделать глаза. Сделаю углубление под глаза и также намечу рот. Ротик сделаем из красного пластилина, а глаза из светло-зеленого и черного. Из белого пластилина слеплю блики на глазах. Голова готова, соединим ее с туловищем. При помощи белого пластилина подкрашу животик. На лапках сделаю пальчики. Для того, чтобы сделать чешую, можно использовать ватную палочку. Вот такая милая ящерица, объект SCP-682-ня у меня получилась. Далее я буду лепить объект SCP под номером 4666. Также его называют Йольский старик. Этот объект я буду лепить из скульптурного пластилина белого цвета. Также сделаю каркас из алюминиевой проволоки. SCP-4666 описывают как очень высокого, ростом около 2 метров и невероятно худого пожилого мужчину. Существо не носит одежду, даже несмотря на то, что обычно появляется в морозную погоду. И хотя природа и предел аномальных возможностей SCP-4666 пока не ясны, предполагается, что он способен к мгновенному перемещению в любую локацию, в любую точку на Земле. SCP-4666 проявляет активность только в течение 12 последовательных ночей в году, начиная с ночи 21-22 декабря и заканчивая ночью 1-2 января. Данный промежуток времени известен как активная фаза SCP-4666 или событие «Белая ночь». В это время SCP-4666 появляется по ночам у жилых домов. При этом должны выполняться следующие условия. Дом находится в удаленной сельской местности. В нем проживает семья, в которой есть хотя бы один ребенок, младше 8 лет, а снежный покров в области проявления аномальной активности сохраняется на всем протяжении события. Сначала его замечают неподалеку от дома. Существо, как правило, следит за домом. Он может подходить к дому и заглядывать в окна.
Через некоторое время все члены семейства начинают слышать чьи-то шаги на крыше или чердаке. При этом по всему дому распространяется невероятно отвратительный запах. Причина этих феноменов до сих пор не установлена. Взрослые начинают подозревать, что за их семьей кто-то следит, либо списывают все эти явления на проделки нечистой силы. Также были случаи нападения SCP-4666 на некоторых членов семьи, кроме одного ребенка младше 8 лет, которого он забирает с собой. SCP-4666, как правило, нападает на своих жертв, пока они спят, после чего перетаскивает в одну комнату. Иногда SCP-4666 не трогает членов семьи. Люди, находящиеся в доме, ночью будут слышать шаги, однако источник звука никогда не обнаруживается. Утром дети находят у изножий своих кроватей подарки, представляющие собой игрушки, сделанные из частей тел. Как вы поняли, ребята, этот старик достаточно опасен, и с ним лучше не встречаться. Если вы знаете новые интересные объекты SCP, которые я еще не лепил, то пишите в комментариях. Голова готова, соединяю ее с туловищем. Спину старика я решил сделать более сгорбленной, а также решил слепить ему мешок, в котором он несет подарки для детей. Образ этого SCP чем-то смахивает на злобного Деда Мороза. Также я слепил вот такую маленькую куколку, которую старик будет держать в руке. В общем, ребята, вот такой ёльский старик, объект SCP-4666 у меня получился. Следующим я буду лепить лесного монстра, объект SCP-862. Для лепки этого объекта смешаю серый пластилин с темно-фиолетовым. Для того, чтобы вам было более понятно, почему этот объект идет под номером 862, я расскажу об объектах 860 и 861. SCP-860 – темно-синий ключ обычной формы. С его помощью можно отпереть дверь, она ведет в небольшой лес с синим туманом, обозначаемый как SCP-861. Если игрок зайдет в лес, дверь автоматически закроется. В этом лесу обитает монстр, выглядящий как четвероногая рептилия, отдаленно напоминающую большую кошку с длинным хвостом, с желтыми светящимися глазами и такими же узорами на теле, розовыми листьями на спине и серой кожей, напоминающей древесную кору. Если долго находиться в лесу, то он выйдет из-за деревьев на тропу и начнет следовать за человеком и может напасть. Для лепки этого монстра в качестве каркаса я также буду использовать алюминиевую проволоку. Получается вот такая фигурка. Сразу установлю на подставку, чтобы было удобнее лепить дальше. Снизу проволоку загибаю, также прилеплю картон, чтобы подставка не прилипала к столу. Теперь можно доделать лапы. Хвост у этого монстра достаточно длинный и заканчивается он вот таким расширением. При помощи инструмента выделяю ребра. Теперь слепим морду, сделаем углубление под глаза и рот. Для лепки глаз мне понадобится пластилин оранжевого цвета и желтого. Из желтого пластилина сделаю узоры на теле монстра.
Лапы этого монстра опутывают розовые лианы, а также очень много розовых листьев на спине. Еще на спине есть выросты, похожие на ветки. Итак, ребята, вот такой лесной монстр, объект SCP-862 у меня получился. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, поддержите наш канал, также можете поделиться этим видео со своими друзьями. Приглашаю всех вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на Инстаграм. Активные ссылочки есть в описании под этим видео. Привет от меня сегодня получают Дмитрий Грибков, Семен Неизвестно и Пеннивайз Клоун. Ребята, передаю вам огромный привет.